Приветствую всех, граждане! Эйфория по CitizenCon прошла, завершилось мероприятие Intergalactic Aerospace Expo, донатеры в Star Citizen пробили отметку пожертвований в 250 миллионов, а я все еще не успел рассказать вам обо всем интересном, что случилось в ходе всех этих событий. Крутите громкость, и мы продолжим обозревать этот нескончаемый поток новостей из вселенной Star Citizen. Вы слышали о второй сцене CitizenCon? Многие обзорщики и игровые издания попросту упускают все, что там происходило, потому что у них не было возможности посмотреть выступление в прямом эфире, а записи ЦИГи стали выкладывать только спустя неделю. Несомненно, самое любопытное во втором потоке фестиваля – это, конечно, демонстрация тюремного геймплея, который запланирован на обновление Т9 вместе с полностью автоматизированным, вплоть до охраны, исправительным учреждением Клешер на луне Хёрстона Абердин. Ведущий дизайнер Ли Пресли представил свое видение такого геймплея и развития тюрем в игре. Зачем вообще в Star Citizen понадобились эти заведения? Да просто потому, что список возможных правонарушений, которые игроки совершают каждый день в виртуальной вселенной, огромен уже сейчас и будет только расширяться. Таким образом, без эффективной системы наказаний игра обойтись не может. Каждое нарушение ведет к определенным последствиям, вплоть до ограничения свободы внутри игры. Так что следите за своими поступками. На текущий момент в Star Citizen вам достаточно просто быть убитым силами местного ополчения или охотниками за головами, и все. Вы чисты и можете отправляться чинить беззаконие снова. В будущем и довольно ближайшем нарушители будут схвачены и отправлены в места заключения, такие как тюрьма Клешер. И это отдельный слой геймплея, который потребует от вас отработать свое наказание и не просто подождать несколько часов за решеткой, а действительно выполнять определенные действия, получать за них заслуги и тем самым сокращать срок пребывания. Там же Пресли продемонстрировал свою собственную зарисовку процесса побега из тюрьмы. Конечно, это все постановка, и такой геймплей еще не работает. Там будет добавлено еще множество механик, вплоть до огневого прикрытия тюрьмы от приближающегося корабля и вызова патруля охраны. Но зато мы можем оценить интерьеры Клешер, местные рудники, зоны заключения преступников и представить себе, как все-таки будет выглядеть процесс отбывания наказаний. Качество видео даже в записи от самих цигов оставляет желать лучшего. Я сделал все, что мог. И извиняйте. Еще одной любопытной презентацией на второй сцене CitizenCon стал увлекательный рассказ дизайнеров о кораблях и будущей технике в игре. Хотя большая часть их болтовни касалась в основном Карака, о том, как они долго и тщательно прорабатывали дизайн, как много всего пришлось переделать и почему столько проблем пришлось решить в ходе создания закрывающих кабину шторок, экстерьеров, интерьеров, показали множество слайдов того, что было, того, что будет и того, чему еще не суждено случиться. Скукотища смертная, тем более, что все мы это уже знаем. Где Карак, Крис? Подай сюда Карак. А он нам в ответ: в феврале 2020-го. Слегка нам рассказали про палубник Пересну Пайсес, маленький, юркий, быстрый кораблик, оснащенный всем необходимым, даже квантум-драйвом и кое-каким вооружением. Поставляется в комплекте с Караком и отлично лезет к нему в ангар. Как сказали сами разработчики, это все-таки не снупшип, а полноценный миниатюрный исследователь. Еще один гость церемонии и в той же самой презентации новый вариант корабля Kraken от Drake Interplanetary под названием Kraken Privateer. Специально модернизированный корабль, из которого убрали часть грузовых отсеков и ангаров для Dragonfly'ев, заменив их пространством для магазинов. Легким движением руки грозный авианосец превращается в летающий рынок. В общей сложности игроки смогут оборудовать на борту 10 магазинов. Для управления ими назначаются специальные NPC-продавцы. Ну а 2 магазина на борту будут специально предназначены для торговли незаконными товарами. Заглядывая в будущее, разработчики порассуждали о кораблях и технике, которые они хотели бы реализовать, но все еще не могут точно описать, какими именно они будут, что станут делать и даже кем производиться. Нам продемонстрировали несколько занимательных слайдов с ранними концептами. Наземный промышленный аппарат, предназначенный, скорее всего, для добычи руды и рассчитанный на экипаж из 2 человек. У него будет небольшой майнинг-лазер и грузовой отсек для перевозки добытых материалов.
Шианский грузовой корабль для экипажа из нескольких человек, ну или Шиан, вместимостью около 300 СЦУ и сравнимый по своему размеру и качествам с Hull B или Freelancer Max. Наконец-то еще один корабль расы Таваринов, легкий файтер как раз для прикрытия выходящего совсем скоро десантника Праулер. Авторы предполагают, что у него будет продвинутый щит, 2 слота 4-го размера под вооружение и больше ничего. Далее у нас набросок одноместного переработчика начального уровня, оборудованный лучом захвата, миниатюрным заводиком для переработки собранных материалов и останков кораблей, а также небольшими внутренними помещениями. На этом презентация о кораблях завершилась, а я просто обязан вам рассказать о неожиданном появлении нового шахтерского корабля от Argo под названием MOL. Уже совсем скоро, в обновлении 3.8, нам с вами будет доступен для полетов этот новый представитель промышленной техники. Он будет оборудован сразу 3 турелями с установленными на них лазерами для добычи руды, а также двойной вместимостью по сравнению с пока единственным доступным кораблем такого типа проспектором от МИСК. Наличие турели, конечно же, предполагает, что кораблю потребуется экипаж, 1 пилот и 3 для управления лазерами. Правда, и здесь все не так просто, как может показаться. Комьюнити уже успело удариться в цифры, подсчитав, что эффективность такого корабля при текущих механиках майнинга окажется ощутимо ниже, чем если бы те же самые 4 человека просто взяли по отдельному проспектору. Как это будет выглядеть, узнаем после 12 декабря, когда, предположительно, Argo MOL станет доступен для покупки. И еще небольшая утечка прогнозирует для нас на ту же самую дату, 12 декабря, анонс, а может быть даже и релиз нового корабля от Crusader Industries под названием Ares. Информация о нем была найдена на одной из фотографий от разработчиков. Самые глазастые участники комьюнити разглядели на стенде аббревиатуру Crusader и название Ares с цифрами 1212. Скорее всего, нам нужно ожидать легкий файтер от этого производителя. К сожалению, пока нет ни единого изображения или хоть сколько-нибудь достоверной информации об этом корабле. Следующая презентация со второй сцены на ситконе рассказала нам о подходе цигов к созданию скафандров, брони персонажа, различного оборудования и ручного вооружения. Это довольно длительный процесс разработки, многие элементы дизайнеры планируют и создают уже более 2 лет, так что информации оказалось достаточно много. Давайте я вкратце опишу самое интересное. Во-первых, это разные типы урона от ручного вооружения. Возможно, вы уже слышали об этом и замечали в самой игре. Урон оружия у нас разделяется на физический, это баллистика, энергетический, это лазеры, плазмы, электронный, тахионный урон. Также существует ЕМП воздействие, то есть электромагнитное, и в будущем появится новая группа химического воздействия, например, гамма-урон. Баллистика бьет больно, но громко и не очень быстро. Энергетика стреляет быстро, но не так больно, а тахионки в этой группе стреляют вообще мгновенно. Что касается скафандров и брони, то здесь разработчики хотят, чтобы они играли для нас примерно такую же важную роль, как и корабли, чтобы мы подходили к вопросу выбора с той же тщательностью, как при покупке личного автомобиля. У каждого будут свои характеристики, свои степени защиты, в том числе от разных типов воздействия, свои наборы дополнительных компонентов и вместимости. Видимо, функционал скафандров будет еще весьма значительно расширяться, и мы сможем делать действительно осмысленный выбор в соответствии с нашим родом деятельности, а не просто хватать первый понравившийся визуально котелок. Особенно здесь стоит отметить появление в будущем специального оборудования для защиты персонажа от воздействия окружающей среды. Мы уже видели в демонстрации на CitizenCon, как не просто находиться на поверхности макротеха без скафандра. Температура окружающей среды ниже минус 100 градусов, и снежные бури здесь выживание не так-то просто и потребуют специализированной защиты. В дальнейшем такие атмосферные эффекты будут расширяться, и мы увидим планеты и луны со слишком высокими температурами, с токсичными атмосферами, с повышенным радиационным фоном и так далее. Даже уже существующие луны будут изменены так, чтобы обладать различными средами, и для всего этого потребуется защита. Нас ждет весьма увлекательный геймплей.
Продолжается тестирование обновления 3.8 силами наших дорогих и уважаемых Эвокати. На этой неделе мы увидели еще несколько патчей, в которых сломано, по всей видимости, практически все, что можно было сломать. Окей, это нормальное явление для каждого нового крупного патча. Участникам закрытого теста уже дали возможность опробовать планету Микротех, а также новые орбитальные станции, которые разработчики добавили на орбиты самого Микротеха, это станция Порт Треслер, планеты Хёрстон, станция Эверус Харбор, и Аркорп здесь разместили Бейджини Пойнт. Мы пока что можем только наслаждаться сливами от некоторых нерадивых Эвокати, а пощупать обновление простым смертным должны дать ближе к середине месяца, если все пойдет хорошо, или к Новому году, если все пойдет плохо. В четверг Джаред вновь показал свое небритое личико в наших мониторах, чтобы вместе с разработчиками еще раз подробно поведать нам о процессе создания джампоинтов. Ничего кардинально нового по сравнению с уже показанным на CitizenCon я так и не увидел. Чуть подробнее и с новых ракурсов мы увидели сами врата, газовое облако вокруг них, взглянули на процесс приближения к гейту от лица пилота Карака, что не было продемонстрировано на фестивале, а также посмотрели на то, как выглядит гипертуннель на самом деле, а не только изнутри. Лично на мой взгляд, все это хоть и выглядит весьма впечатляюще, но тем не менее больше походит на ранние технодемки. Большинство кадров было отснято прямо в редакторе для разработки. Реальных геймплейных видео практически нет, демонстрировался исключительно Карак, и примеров с другими кораблями не оказалось вообще. Необходимость создавать физически смоделированный туннель мне вообще непонятна, как будто бы инженеры ЦИГов на этапе проектирования даже не задумываются об оптимизациях и процедурной генерации. Из всего этого можно сделать вывод, что на текущий момент весь этот функционал еще очень далек от финального видения, а то и вообще представляет собой лишь раннее демо и еще будет значительно перерабатываться. И это далеко не все новости, о которых я бы хотел вам рассказать, но они просто не смогли влезть в рамки одного видео, как Пайсес в Валькирию. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть колокольчик, чтобы точно не пропустить следующий выпуск. Оставайтесь на связи и увидимся во вселенной Star Citizen. Сажай уже куда-нибудь. Ну красиво, это было красиво.